Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же коварный план она придумала. Загадывайте женщину. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Так, ох, какой вы такой правдолюб. Вы настолько вот справедливый по жизни. Вот как-то вы вообще вранье не любите от слова совсем. Причем вот такой правдолюб, особенно в отношениях. Вот вы считаете, вот если вдвоем, да, то никаких не измен, ничего. Правда и ничего, кроме правды. Это большая редкость в наше время. Но, тем не менее, это ваша основная такая черта. Вы очень справедливый человек. Вы любвеобильный. Вы любите, знаете, вот это состояние влюбленности. Вот оно, когда вас переполняет, вот когда вы любите, влюбляетесь, вы как будто на крыльях любви летаете, порхаете. Даже окружающие могут видеть, что вы влюблены. Я не могу сказать, что вы такой прям слишком суровый диктатор. Скорее бы вы такой, ну, добряк. Вот добряк, потому из вас веревки и вили. Вот как-то у вас такое окружение, особенно вот если это женщины. Может проигрываться, что женщины попадались вам с более жестким характером, более таким вот диктаторским, что ли, да, вот она скорее мужчиной должна была быть, такая вот мужичка в юбке. Вы человек, который, ну, я не могу сказать, что вы прям много денег зарабатываете, это очень так, ну, средняя, да, средняя такая зарплата. Хотя зарабатывать вы можете, и в принципе работа, зарплата у вас более-менее стабильная. Особых финансовых кризисов я у вас не вижу. Хотя в принципе да, вы любите и красивую жизнь, вам нравится комфортно жить, много чего того, что вы хотели бы позволить, ну пока вы себе не можете позволить, потому что финансов не так-то уж и хватает на это все. Хотя, да, комфорт, вот вы бы не отказали. В принципе, да, каждый человек любит комфорт. Ну, у кого-то это в приоритете, вот как у многих женщин, да, вот когда погоня за спонсорами, у других же нет. У других вот, ну да, хочется красивой жизни, хочется, конечно, комфорта, уюта. Ну, раз я не могу себе позволить, ну что ж, будем работать дальше, будем копить, да, вот приблизительно вот так вот вы думаете. Рядом возле вас женщины я не вижу. Вот не вижу сейчас. Вот давайте-ка посмотрим, что у вас еще проигрывается. Нет, нет у вас сейчас женщины. Причем это очень сильно вас огорчает. Вот вы настолько вот еще чувствительный, ранимый человек, вы пережили очень большую обиду и разочарование, которое, ну, как бы преподнесла вам ваша женщина. Теперь у вас, знаете, может быть даже поникший взгляд, отсутствие каких-то вот таких желаний, да. Можете даже на себе некоторые крест поставить на личной жизни, да. Это, кстати, я даже это вижу в ваших некоторых комментариях. Вот пишите, да, когда очень так, я даже не знаю, но меня так за душу берет, когда вот некоторые из вас пишут, что все, больше не хочу никого, да, вот буду один. Ну, просто сердце крови обливается, ну, честно, вот, когда я читаю такие комментарии, вот. Поэтому я как-то и стараюсь вам помочь, да, и не только раскладами, а еще и как психолог я пытаюсь вам объяснить, немножечко вам дать, может быть, каких-то объяснений, разъяснений, то, чего вы не знаете, да, потому что можно прожить всю жизнь, а некоторые моменты так и не узнать, а не понять. Тем более, что женщины это, как знаете, вот как инопланетяне с другой планеты. Их реально, ну, тяжело понять. Мы совершенно с вами разные. То, что вы понимаете со своей колокольни, может быть совершенно по-другому. И объясняется это совсем по-другому. Поэтому мне хочется, знаете, вот дать вам больше и вселить какой-то надежды, чтобы вы не опускали руки.
Хочется поделиться какой-то вот частичкой своего тепла, да, вот обогреть всех, ну, чем могу, помогу, да, вот обращайтесь, может быть, еще какие-то вопросы у вас есть, на какие тематики хотели бы расклады услышать, либо же психологические темы какие поднять, да, я вот понемножечку буду делать такие вот вбросы, так сказать, да, на психологическую тему видео. Авось кому-нибудь и понадобится. Ну что, поехали дальше. В общем, ситуация у вас такая вот. Вы очень мирный человек, но вам очень много делали боли по жизни. Очень много. Поэтому у некоторых может проигрываться, что вы сейчас вот в апатии, в депрессии, да. Вы очень чувствительны, поэтому очень тяжело переживаете. Вот легче переживать разрыв, развод вот пофигистам и людям, которые эмоционально холодные. Вот им проще. Да, конечно, они тоже нервничают. Но если человек умеет не близко к сердцу брать, ну, так остро не акцентирует свое внимание ни на чем, то намного легче проходит развод. Ну и, конечно же, он легче проходит, если женщину особо не любишь. Это и так понятно. Но поскольку вы такой довольно ранимый товарищ, вы влюбляетесь, я вам могу сказать, что еще может проигрываться, что вы довольно влюбчивый человек. Это не значит, что вы там меняете как перчатки женщин. Нет, это может быть, что вот знаете, такие вот стрелы Амура периодически вас посещают. Когда вы видите там красивую, я не знаю, коллегу, соседку, просто прохожую где-то, да, и ваше сердечко начинает чаще биться, когда вот вы смотрите, думаете, боже, какая красотка, да, и вот какие-то флюиды начинают летать, вот, ну, опять же, это на уровне мыслей, да, вот, гормоны кипят, бурлят, плюс вот эти ваши все страсти, да, вы очень страстный, темпераментный человек. Поэтому это все у вас есть. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Да, это женщина, с которой у вас были отношения, либо же любовь, но это все закончилось, да, произошли кардинальные перемены. С ней вы можете периодически общаться. Это могут быть нечастое общение, но есть, да, у кого-то может быть по поводу детей, там, по поводу каких-то денежных, материальных там проблем, либо еще что-то, какие-то совместные проблемы решаете. Женщина, которая, вот знаете, она умеет обидеть человека, но в то же время строит из себя обиженную. Вот она это так все оборачивает, что она сама накосячит, но виноватым сделает вас. Вы ее любили, вы безумно любили, да, вот вы старались быть постоянно, я уже просто смеюсь, практически в каждом раскладе вот вы императором выпадаете. Но это супер, конечно. Смотрите, вы настолько вот любили эту женщину, вы настолько пытались ей дать всего. Вот у меня такое ощущение, что у нее просто уже изобилие, какой-то избыток был и чувств ваших, избыток каких-то, я не знаю, там подарков, внимания, всего. Ну, то есть вы настолько как-то ее вот закружили, поглотили своей любовью. Причем еще, опять же, ребята, маленькое отступление психологическое, да. Если кто не знает, но есть такое понятие, что любовью можно задушить. Вот есть, да, вот как говорят, что ты меня душишь своей любовью. То есть ты уже настолько залюбил человека, что уже ему тошнить просто начинает. Поэтому я всегда говорю, это все должно быть дозировано. Вот вы любите, да, но не нужно так всего себя отдавать, дозируйте, тогда вот вас будет не хватать. Вот эта перчинка, вот эта вот приставка не додал, да, не додал немножечко заботы, не додал внимания, да, не додал своего времени. Я думаю, вы сейчас понимаете, о чем я говорю. Я не призываю, что не нужно быть заботливым, внимательным. Нет, ни в коем случае. Но вот это вот легкая такая нехватка. Вот сегодня я для тебя занят, да, сегодня я делаю то, что я хочу, да, потому что как бы я себя люблю. Сегодня, допустим,
вы лишний раз там не чмокнули ее, да, потому что вчера вы ее залюбили. То есть вот этот баланс должен быть, баланс и немножечко не додал чего-то, понимаете? Я к чему это говорю? Человек так устроен, что когда мы чего-то недополучаем, мы этого больше хотим и это больше ценим. А когда вот вы залюбливали, когда вот все для тебя, когда я тебе даю последнюю копейку, я на тебя трачу все свое время по максимуму, я тебя залюбливаю, зацеловываю. Ну, понимаете, даже самое лучшее, когда этого избыток, это начинает тошнить просто. Вот я никого не хочу обидеть ни в коем случае. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? Я жду ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, было у вас это или нет, да, что вы вот залюбили, задарили, зацеловали. Но это реально начинает душить, вот любовью вы душите просто. Поэтому вот я вам говорю, дозируйте, дозируйте. И вы вот вашу женщину прежнюю, вы ее залюбили. Настолько залюбили, что у кого-то она начала уже искать разнообразие, вот как будто она из плена этого хотела вырваться, да, это может быть звучит и странно, это звучит, может для кого-то это непонятно, да, вот казалось бы, я ее люблю, я ей все отдаю, ну, почему она еще куда-то налево смотрит? Вот я вам объясняю, это начинает очень давить, вот это залюбливание. Это начинает тяготить. Хочется вот как будто из плена, из золотой клетки этой вырваться. Поэтому в следующих своих отношениях дозируйте. Итак, дамочка очень непростая. Дамочка любящая, когда ее любят. Дама, ну такая она, вообще какая-то и нашим, и вашим. Очень непростая дама. Итак, давайте-ка посмотрим, какой же коварный план она придумала, что же она хочет сделать. Ну, кто бы сомневался. Она, вот знаете, у меня такое ощущение, что в ней погибла великая актриса. Она придумает что-то такое, вот связанное именно с ее жизнью, с ее деньгами. Причем она сюда может, если у кого есть дети, может приплести как-то вот сманипулировать еще через детей. Она начнет плакаться, какая она бедная, несчастная, что у нее что-то произошло в жизни, либо же она работу потеряла, либо же там денег у нее нет. Ну, то есть она может вплоть до того, что она там чуть ли не разрыдается. Ну, знаете, что это очень хороший спектакль, хорошо срежиссированный спектакль. Так, для чего это она все будет делать? Что ей от вас надо? Причем вы ее в штыки воспримете. Вы воспримете в штыки однозначно. Могу сказать, что у нее ничего не получится. Вот она хочет вернуть ту прежнюю жизнь, которая была. Вот она сейчас поняла, как вы ее залюбливали, кружили все ее вот эти хотелки, исполняли. Вот вы у нее были как старик Хаттабыч. Вы ее такая ручная золотая рыбка были. Поэтому она вот именно хочет вернуть ту красивую жизнь, потому что без вас у нее так красивая жизнь, ну, закончилась по факту. Вот нету у нее того, чего было с вами. То, что вы ей давали, у нее нету. Вот оно закончилось. Это очень сильно ее тяготит, пугает, расстраивает. Ну, то есть это будет такой спектакль по возвращению. Причем, естественно, вы же не думаете, что вот она придет, конечно же, и скажет, вот, давай возвращайся ко мне, давай мириться. Ну, понятно, женщины же народ коварный, да, они всегда придумают, они издалека. Кто-то начнет из безобидного смайлика, это будет такая завлекаловка. Поэтому она сама переживает, получится у нее или нет. Но у нее ничего не получится. Она спектакль свой сыграет, но толку не будет никакого. Женщина хочет всего лишь вернуть красивую жизнь. И то состояние, вот, ей денежки нужны, понимаете, вот, маг у нас выпал, это дама, манипуляторша. Ей чисто деньги, чтобы, вот эта карта, знаете, вот она шикарно описывает
то, что она хочет. Чтобы вот так, как этот песик, да, вот эта собачка, чтобы вы вот денежки, вот как он держит в зубах, чтобы вы ей денежки снова давали. И она будет снова довольная по самое не могу. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны, да, потому что вот она реально, вот она вот как будто план разрабатывает, как вернуть ту сытую, красивую жизнь. Но не потому, что она вас любит, что вы ей нужны, а просто, чтобы вот так вот в зубах вы ей приносили денежки, грубо говоря, да. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. Я всегда это говорю, всегда призываю, да, 100 раз проверить, прежде чем во что-то поверить, тем более с такими дамами. Ну, а там уже сами решайте, что вы будете с этим всем делать. Но я думаю, у нее ничего не получится, вы на это не поведетесь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!